Привет, друзья! С вами Олеся на канале Готовим дома. У меня было всего 2 картошки и 2 яйца, и я приготовила то, что теперь готовлю постоянно. Сразу ставим разогреваться сковородку с маслом и нарезаем 2 картошки тонкими ломтиками. Это самый вкусный вирусный завтрак на сковороде, который сейчас готовят все. И честно, картошка с яйцами вкуснее мяса. Попробуйте один раз, и вы поймете, о чем я говорю. Выкладываю ломтики картошки на разогретую сковородку, немножечко внахлёст друг на друга. Друзья, пока готовим, напишите, из какой страны вы меня смотрите. Мне всегда так интересно, где сейчас смотрят и готовят мои рецепты. Приправьте картошку солью и черным молотым перцем по вкусу. Жарим на среднем огне 5-7 минут. Нарезаю лук, стараюсь не расплакаться, но вы же знаете, что эта битва неравная. Готово, друзья, немножко измельчим. Отправляю на горячую сковородку с любым маслом и обжариваю где-то 3-5 минут на среднем огне. А пока жарится лук, самое время заняться паприкой. Она даст сочность и такой яркий вкус, особенно в сочетании с сыром потом. Просто пальчики оближешь. А если хотите, добавьте немного остренького, будет почти мексиканский вайб. Отправляем паприку в сковородку к луку, немного соли, черный молотый перец по вкусу. И обжарим 3-4 минуты на среднем огне. В самом конце натираем пару зубчиков чеснока. Можете чеснока добавить по своему вкусу. Я обожаю, когда его много. Аромат разносится просто невероятный по всей кухне. Картошка снизу уже золотистая и хрустящая. Самое время перевернуть. Я делаю это при помощи тарелки. Удобно и безопасно. А вы так делаете или рискуете прямо на сковородке? Сверху на картошку выкладываем обжаренные овощи. Очень вкусно пахнет. Уже не могу дождаться, когда скорее смогу попробовать это вкуснейшее блюдо. Так, все равномерно распределили. Разбиваю в миску 2 яйца, щепотку соли, перец по вкусу. Добавляю пол чайной ложки хлопьев сладкой паприки и где-то 100 грамм кукурузы. Мелко нарезаю лук и отправляю в миску к яйцам. Все хорошо перемешиваю венчиком или просто обычной вилкой. Выливаю яйца на картошку. Огонь средний, следим, чтобы ничего не подгорело. Натираем на терке любой сыр. Берите тот, что завалялся в холодильнике, или ваш любимый. У меня сегодня чеддер. Щедро посыпаем пиццу тертым сыром. Вкуснятина получится просто нереальная. Сыра не жалейте, чем больше, тем вкусней. А сверху немного зеленого лука. Можете накрыть крышкой и дать расплавиться сыру на сковородке прямо на плите, или отправляем под гриль буквально на 5 минут до красивой золотистой сырной корочки. Смотрите, какая красота! Золотистая, ароматная, тянущийся сыр. Это просто восторг. Такой завтрак хочется готовить снова и снова из самых простых ингредиентов. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь и обязательно напишите, как у вас получилось. С любовью от моей кухни к вашей. С вами была Олеся. Скоро увидимся!